I want to talk about our ancestral plant medicine, ayahuasca. Я бы хотел поговорить о нашем древнем учителе Айяуаске. It's a miraculous plant Это волшебное for растение. thousands of years by people in the Andes. Тысячи лет для людей в Андах. It's a necessary plant medicine right now in these major transition times. Сейчас это мощное время перемен, это является очень важным растением. We need it for healing our physical bodies. Нам необходимо это растение для исцеления наших физических тел. We need it for healing the mind that is limited, that is educated to produce only suffering and struggle. И это необходимо для исцеления нашего ума, который очень сильно лимитирован и который запрограммирован для того, чтобы он образован и запрограммирован, чтобы давать страдания. We need it to heal the heart, because emotionally we take on so much. Нам необходимо это для того, чтобы исцелять сердце, потому что в нем столько боли. So how does it work? Physically, it has the power to access your DNA coding, like your cells. Как оно работает на физическом уровне, оно получает доступ к вашей ДНК. Illness, disease have a specific cellular patterns. Заболевание имеет свои паттерны поведения. And ayahuasca has the power to change those patterns. Айяуаска имеет силу изменить. That's what we call the miracle. Именно поэтому она называется такой чудотворной. Because it can change that illness into absolute good health. Потому что она может изменить это на хорошее здоровье. Mentally, it accesses your psychological temple through visions. It's almost as if entering into your software, into your inner software. Уровне Айяуаска входит в ваш ментальный храм через видение, как программа. And resetting completely, and even putting a new software in, so that you can all of a sudden have gifts for music, for art, for, you can all of a sudden access wisdom, like you remember ABC. И перезагружает ваш ментальный план настолько сильно, что вы пробуждаетесь к определенным талантам. Например, вы можете пробуждаться к талантам к музыке, в искусстве, да, вообще ко всем вашим скрытым потенциалам. Some people say after they drink ayahuasca, they become geniuses because they access into the genius mind. Многие говорят, что после приема айяуаски они становятся гениями, потому что у них получается доступ вот к этой гениальность части себя. From the moment we were born, we take on emotionally all kinds of heavy energy. С момента, как мы рождаемся, мы набираем на себя огромное количество тяжелой энергии. Feeling depressed, feeling depression, by the way, it's not a mental state, it's an emotional state. Feeling depressed. Чувствовать депрессию. И, кстати сказать, депрессия не является ментальным состоянием, депрессия является эмоциональным состоянием. Feeling deceived, feeling betrayed, feeling hurt. All of those feelings live from the moment we were born inside our heart. И чувство предательства, чувство одиночества, чувство, что тебя не любят, все это с момента рождения попадает в наше сердце. And according to our ancestral medicine, all of those emotions, the heavy emotions, go lower than the heart, which is the stomach area. That's where we store them. Согласно нашим древним предкам, они говорят, что тяжелые энергии, они идут еще глубже, они идут ниже сердца и входят в область нашего желудка. There are heavy emotions. You must have noticed, whenever you get angry, whenever you get frustrated, whenever you get tense, the feeling does not come from the heart, it comes from the stomach. Вы, наверное, замечали неоднократно, что когда вы
напрягаетесь и что-то у вас происходит в жизни, то это ощущение тяжело, оно появляется в животе, правда, в желудке, в нижней And части. our nature, our natural essence is to love, is to Наше, be the lightest energy of love in this planet. наше естественное состояние природное – это быть в любви, быть вот этой легкой эссенцией природы. So ayahuasca makes you purge. It releases Айяуаска, all of those toxins. она проводит процессы очищения, выводит вот эти токсические вещи из вашего тела. And it brings you back to your original nature, which is to be in love, which is to love. И возвращает вас к вашей естественной природе, которой, естественно, является любовь. And then comes in contentment, happiness, joy, and ultimately inner peace. Затем возвращается удовлетворение, радость и, наконец-то, внутренний мир. So this is the cool part. All of these can be achieved without ayahuasca. Самое интересное, что, конечно же, этого можно достичь без айяуаски. But the disciplines you would have to practice would take you anywhere from 3 to 10 years. И эта практика потребует от 3 до 10 лет, чего нужно будет практиковать, чтобы достичь подобных результатов. Where with ayahuasca is achieved literally within 4 hours. Айяуаска поможет вам достичь этих результатов в буквальном смысле за 4 часа. That is a miracle. И вот это по своей сути и является чудом. And it's a permanent change. It's not like while you work with ayahuasca, everything is cool, and then after that, I mean, you are living witnesses, those of you who have worked with it, that know exactly what the change can be. It's for the rest of your life. Поймите, что изменения после айяуаски, они перманентны, они остаются до конца жизни. То есть если человек считает, что все эти изменения только лишь на время принятия, нет, это все остается с вами до конца вашей жизни. It heals all kinds of addictions. Люди могут исцелить различные привязанности. Whether it's to drugs, whether it's to alcohol, Привязанность whether к it's to зависимости, tobacco. с алкоголю, привязанности зависимости наркотические, к курению. It can change genetic patterns, meaning anything you have inherited from your parents biologically, that all can be reset. Айяуаска меняет генетические паттерны, которые вы также получили от своих родителей. Все это можно перепрограммировать. Now, San Pedro, no, ayahuasca comes from a root, from a vine and a leaf called chacruna. Those two plants is the ayahuasca medicine. Айяуаска делается из лозы, и вторая лоза используется, это чакруна. San Pedro comes from a cactus. It's a very ancestral medicine also. Сан Педро – это кактус, также очень важное растение. I call it the master plant that allows you to access higher levels of consciousness. In ancient times, only allowed for the high priests and priestesses. Сан Педро в древние времена было разрешено только высшим священникам и высшим священницам принимать это. Это действительно мастер, который позволяет вам достичь высоковибрационного уровня. Not all of us are meant to be healers. Не всем нам суждено быть целителями. Not all of us are meant to be engineers, doctors. Не всем нам суждено быть инженерами или докторами. Our gifts are infinite. Наши дары, они бесконечны. But San Pedro allows you to access to that gift and activate it to its most powerful potential. Сан Педро позволяет вам получить этот дар и активировать его на максимальной пользе. Right now, we're still in our limited consciousness because we have too much disconnecting us. We have too much weighing heavy on us. We have too many distractions. В нашей жизни у нас столько отвлечений, и мы не функционируем в самом лучшем вибрационном уровне. When we're in ceremony with San Pedro, we access the highest levels of consciousness, the consciousness of God, the consciousness of nothing is impossible.
Когда мы соединяемся с Сан Педро, мы соединяемся с сознанием Творца. Сознание Творца, которое говорит нам, что нет ничего невозможного. This might be strange for you, but I hope you understand it. In ancient times, to drink San Pedro was considered like a decapitation. Возможно, это покажется некоторым странам, но в древние времена выпивание Сан Педро имело символ того, что тебе отрезают голову. It was literally not a physical one. It was a decapitation of the defects, of the limitations of the mind, of taking away this limited mind and putting a new one that is from God. Но это имелось в виду не физическая голова, а имелось в виду все те трудности, которые хранятся в этой голове. Они именно отрезались, все вот эти вот мысли неправильные, паттерны, именно они отрывались, то, что не служит. Why did God put this plant on the earth? So that you, once you are fully realized, could be of best service on this planet. Почему Творец положил вот это растение на землю? Для того, чтобы вы были полностью реализованы. With a limited mind, with a limited mentality, you don't serve yourself, you don't serve anybody. Когда у вас лимитированный ум, лимитированный менталитет, вы никому не служите, ни себе, ни другим. So this one is another miraculous plant that we have available for us. И это еще одно магическое растение, которое доступно нам. It can heal the physical body too. Оно может также исцелять физическое тело. Before the illness becomes physical, it starts energetic and it starts psychological, it starts emotional. До того, как заболевание становится физическим, оно сначала становится ментальным, затем оно становится эмоциональным. When we work with both of these plant medicines, they go right to the source of whatever that has been creating for you the problems that you've been experiencing. С этими растениями они идут сразу в корень того, что создает ваши проблемы. So that you can have a better life, a healthier life, a happier life. Чтобы у вас была более лучшая жизнь, более счастливая жизнь, более радостная жизнь. And we have them available. So when you work with us, now this is the difference. Our medicine, our ancestral medicine, Yes, depending on who you work with. Yes, I was going to ask you that question. Итак, само растение, оно, конечно же, очень сильно отличается в зависимости от того, с кем вы работаете. То есть одно Сан Педро, оно не всегда, оно не одинаково у всех. I'm not saying that there is a wrong person to work with, because if you work with the medicine, it's because the medicine called you, and you had to listen the call. Когда ты работаешь с этой медициной, с этой лекарством, то это лекарство тебя позвало, то эта медицина тебя призвала. It's just that there are unprepared masters to take care of processes, and if you're not well taken care of while having a process with these medicines, then you can also have, as well as a permanent healing, you can also have as well as a permanent trauma. Дело в том, что есть многие мастера, которые работают с этим лекарством, которые не подготовлены, и они не подготовлены справиться с этими процессами. И точно так же, как возможно получить перманентное исцеление, возможно получить перманентную травму, если ты работаешь с мастером, который не в состоянии управлять этими процессами, которых, к сожалению, много. Because as well as there is this spiritual awakening throughout the planet, there is also an industrialization of this plant medicine. And there's a lot of people who, just for $100, will give you ayahuasca that who knows who prepared, who knows how well it is for your body. And then Вы должны знать, что ввиду усиленной индустриализации сейчас большое количество людей предлагает вот эту айяуаску за очень дешево, там за $100. Они предлагают ее очень низкого качества, которое неизвестно, кем сделано, где сделано, и что это за люди. И вообще, являются ли они мастерами. And then you are left alone to your luck, whether you manage it or not. Затем ты остаешься один на один со своей удачей. Все зависит от тебя, справишься ли ты с этими процессами или нет. In my work, I make sure, I basically push you to a situation where you have no choice but to heal yourself. В моей работе я подталкиваю вас к той ситуации, чтобы у вас не было выбора, кроме как исцелить себя. How many ayahuasca sessions have you done so far, Puma? Puma говорит, Lost count. I have been working since the age of 14 with ayahuasca. Он говорит, я работаю с 14 лет с айяуаской.
over 20 years all over the Amazon and Brazil, and with something like 12 different teachers. Более 20 лет работая по Бразилии и по Амазонке, проработал более чем с 12 известными мастерами. So I have had terrible teachers too, those that had taught me what not to be, and I have had terrible ayahuasca as well, one that could be really, really toxic to my body. И я So встречался I've been around that path. с неправильными учителями, которые меня научили, чего нельзя делать в сессиях. Я также натыкался на плохую аяуаску для того, чтобы понять, что это такое, и также имел свои процессы, так что это я говорю вам из своего личного опыта. And I have been through those experiences so that you don't have to. И поэтому я прошел через эти опыты печальные, да, чтобы вам не приходилось через это проходить. So my experience is my service to you, is my offering. Именно поэтому мой опыт личный является моим приношением вам.